Польское радио на русском. Казахстан между собой и Москвой. Почему в Казахстане растут антироссийские настроения? Так ли это? И вообще, как повлияла война в Украине на ситуацию в регионе? Об этом говорим сегодня с Яцеком Ключковским. Он был послом в Казахстане и также в Украине. Приветствую вас. Ну и, собственно, первый вопрос. Еще недавно Казахстан называли самым надежным союзником России. Вот такое можно было услышать. Сейчас даже от жителей Казахстана иногда «мы не Россия». Вот почему так изменился вектор? Как считаете? Здравствуйте. Ну, с Казахстаном сложнее, я бы сказал. Вчера закончился визит, встреча на верхах Путина с Токаевым, и там подписали кучу разных договоров о сотрудничестве. Одновременно в Уральске происходил экономический форум, и там говорили разные вещи, между прочим, и про вечную дружбу между Казахстаном и Россией. Токаев даже сказал, что это наш сосед Аллахом данный, что такой близкий, что наша дружба нерушима, а там подписали между другими, кроме других документов, тоже такой договор или заявление про вечное стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном. Так что Казахстан работает как бы с Россией тесно, близко. Хотя, конечно, в этом есть и какие-то расчеты, что они думают, что поддерживая близкие связи, контакты, не критикуя особенно Россию на международном фоне, на международном плане, в международных отношениях, они как бы сбережут как бы безопасность своей страны. Я бы сказал, что Казахстан уже с начала 90-х он хотел как бы отделиться в каком-то плане, и культурном, и экономическом, и геополитическом от России. Но это отчасти получилось, отчасти не получилось. Так что тут проблема неоднозначна. Я бы не считал, что Казахстан ведет как бы самостоятельную экономическую и геополитическую свою политику. Он как бы прежде всего хочет обезопасить себя от потенциального агрессора с севера. А есть угроза безопасности? Вот получается, что с одной стороны о стратегическом партнерстве говорят, а с другой стороны, ну, иногда можно было услышать о том, что крымский сценарий, да, особенно вот на тех регионах, которые рядом с границей России. А вот это действительно может быть, вот этот крымский сценарий, если бы сейчас Казахстан не искал сближения с Россией, он бы, получается, был бы возможен? Ну, пока идет война в Украине, это вряд ли у России будут свободные ресурсы, чтобы новую войну начинать. И для них Казахстан, это речь идет о восточном и северном Казахстане, который граничит с Сибирью, прежде всего, так можно сказать. И где много русскоязычного населения. Да, очень много, не только русскоязычного, но просто русского населения. Они считают себя русскими, и тут они в Северо-Казахстанской области и Восточно-Казахстанской области, они там в большинстве даже преобладают. Ну, Казахстан уже как бы, я сказал, что уже в 90-х старался обеспечить перед такого типа событиями возможными и как бы перенося столицу из Алматы в Астану, как бы на север, в центре на север Казахстана, он создал как бы центр казахской культуры, казахской политики, казахской экономики тоже. Астана сейчас это не давний Целиноград, это больше, чем 1 миллион жителей, это центр финансовых услуг, это центр экономической жизни, один из центров, можно сказать, потому что Алматы сохраняет свою
свое значение на юге Казахстана. Так что Казахстан обеспечил себя. Но тут вариант, кроме угроз, прямых или как бы непрямых угроз со стороны не политиков первого ряда из России, но такие угрозы были. Но Казахстан как бы, пока показывает, что он не боится, наоборот, он как бы идет как бы навстречу России во многих вопросах и старается доказать, что он надежный союзник. Ну, это с одной стороны, но с другой стороны, все-таки вот этот русский, опасение этого русского мира, оно существует, и в мае этого года, насколько я так понимаю, что власти страны запретили въезд каким-то российским политикам, которые, цитата, за враждебные высказывания, тем, кто намекал, будто бы, опять же, север Казахстана исторически русский. Да, это тоже как бы, я не сказал бы, что это началось в 22-м или в 25-м году. Это как бы действия казахстанских властей против пророссийских или российских сепаратистов на севере Казахстана, они начались практически еще в первой половине 90-х годов. Были уже попытки создавать такие организации, которые как бы требовали усиления как бы российского влияния в северном, особенно в северном и восточном Казахстане. Они были прекращены, и я бы сказал, даже силовым методом, потому что и задействована была и Комитет национальной безопасности. А тут Казахстан старается доказать своим северным соседям, что тут дело не получится так просто, что это не... И казахстанцы тоже, казахстанские власти, они контролируют это движение. Там пророссийские не только как бы депортируют людей, не пускают как бы антиказахстанских политиков на свою территорию, но тоже как бы контролируют организации, которые представляют там. Считается, что есть как бы в Казахстане считают, что это две меньшины. Одна казахская, она тоже как бы по сути русскоязычная и пророссийская, и российская. Их разделяют, с ними работают тоже как бы и государственная безопасность. Так что там стараются ограничить влияние в негативном плане. Но вот интересная хронология получается. Такая встречается с Путиным. Но ведь на прошлой неделе такая встречался с Трампом. Это был саммит Центральной Азии в Вашингтоне. И многие аналитики говорят, что, собственно, Белый дом уделял внимание Центральной Азии, но только там где-то аж во времена Обамы. И теперь новая волна. В Вашингтон приехали президенты Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана и Казахстана. Здесь война за регион получается, и, собственно, это одна из осей противостояния между Москвой и Вашингтоном. Сложно сейчас за президентства Трампа говорить о противостоянии между Россией и Вашингтоном. Это как бы, я думаю, что это вписывается в стратегию Вашингтона строить как бы антикитайскую как бы сеть противодействия. Во всяком случае, это и казахстанские политики, и казахстанские медиа не представляли визит, даже российские, я не встретил какой-то прямой критики в адрес глав центральноазиатских государств, которые приехали в Вашингтон. Это как бы считается, что это элемент международной политики. Конечно, для Казахстана очень важно, чтобы балансировать между Россией и Китаем прежде всего. Это для них самые важные соседи. И самые важные партнеры, в том числе и экономические. И на втором, я бы так сказал, на втором плане это отношения с Соединенными Штатами, которые бывали уже намного лучше, чем сейчас.
Казахстан придерживается как бы всем санкционным требованиям и Штатов, и Европейского Союза. Это обязаны практически все страны, которые сотрудничают или с Европейским Союзом, или со Штатами, чтобы как бы эти требования выполнять. Так что Казахстан это выполняет, хотя есть очень много доказательств, что в обход санкциям и со стороны Казахстана, и со стороны Кыргызстана, и Таджикистана есть как бы своя политика, чтобы в обход санкций использовать это на свою как бы пользу. Вы рассказывали о том, что вы недавно ездили в Казахстан. Да, я 2 недели тому назад приехал. Вернулся в Польшу. Не знаю, как вы там еще были, сколько раз после того, как закончили свою каденцию, но послом вы были с 11 по 15 год, так? Да. Тут, собственно, вопрос, а как изменился Казахстан вот в человеческом отношении? Вот говорят, даже, например, новое поколение уже и по-русски не говорит. Вот ваши человеческие ощущения того, что вы увидели там? Я бы не сказал, что молодое поколение, особенно в больших городах, что оно не говорит по-русски. Я бы даже сказал, что когда, вы помните этот кризис в России, когда призывников всех этих боялись молодые мужчины, что их только что пригласят в армию, и они пойдут воевать в Украину. Тогда, десятки, даже сотни тысяч молодых людей бежали из России. Кто-то в Грузию. Основная цель как бы этих, как бы сказал, беженцев это сложно, потому что они поддерживают связь с Россией. Они поехали где-то в критическом моменте, это их было там 300-400 тысяч людей. Они как бы усиливают как бы русскоязычную часть населения. Они поддерживают связи с российской культурой, с российской экономикой. Они работают на российские компании. Их там, кстати, на этом форуме в Уральске заявили, что 20 тысяч российских компаний работает в Казахстане. Что как бы инвестиции, это самый крупный инвестор из-за границы, это Россия в Казахстане. Так что тут я бы не хотел, надо оценить и приветствовать эти все действия со стороны казахстанских властей, чтобы усилить значение казахского языка, чтобы сократить участие как бы чтобы казахи получили большинство во всех структурах, в службе безопасности, в дипломатии, чтобы казахский язык стал, как бы... А еще процент низкий, да, получается? Нет, что касается как бы руководства, но все ректора, они должны знать казахский язык, значит, это практически исключает представителей и российской, и украинской диаспоры из этих всех процессов. До русскоязычных, кстати, считают тоже корейцев, которых там очень много, но у них язык общения русский. Во всяком случае, казахи это в государственных структурах, они сейчас вполне доминируют. Так что и губернаторы провинций, и руководство министерств, силовых ведомств, иностранных дел, внутренних дел, это практически там убрали всех представителей национальных меньшинств, и это вполне как бы казахские структуры. Но что касается языка, языком общения, особенно, как я сказал, в больших городах это остается русский. Даже в казахском парламенте он как бы доминируется. А какой интерес Польши в Казахстане? Вот что Польша, ее цель, ее стремление в этом регионе?
Ну, для Польши, во-первых, мы ведем активную международную политику. Так что Казахстан – это страна, в которой экономический потенциал очень высокий, что ВВП, он один из самых высоких после России, даже выше, чем ВВП Украины. Есть Казахстан – это поставщик нефти, газа на западные рынки, в том числе и Польша тоже как бы пользуется этим. В Польше тоже, когда польские компании инвестируют в казахстанскую экономику, есть отдельные сектора, есть тоже как бы крупные компании наши, которые там присутствуют. Ну и, кстати, есть тоже как бы такие сентиментальные, как бы немножко, я бы сказал, момент в наших отношениях. Это присутствие в Казахстане как бы польского меньшинства, национального меньшинства. Это потомки польских переселенцев, депортированных в 30-е годы с украинской части, западной части, ну, советской Украины. Их там было сослано в 30-е годы почти или даже чуть больше 100 тысяч. Сейчас, ну, осталось где-то около 40 тысяч, но они как бы живут по части компактно, они интересуются польской культурой, так что у нас как бы одной из целей нашего присутствия в Казахстане это как бы поддержка этих контактов польской диаспоры с Польшей. И в другой стране, где вы тоже были послом, и которая прикована все сейчас внимание, сменим тему, это Украина. Вот американский журнал Foreign Affairs написал сценарий Москвы, я зацитирую. Путин планирует оккупацию в 3 этапа. Захват Харькова, потом Николаева и Одессы для отрезания Черного моря. Дальше экономическое и политическое давление. И далее подчинение Украины по белорусскому сценарию. А что думаете вы о таком развитии событий? Насколько это реальная история может быть, если говорить не в следующем году там, или в через, а вот далекая эта перспектива, вот этот белорусский сценарий? Ну, про далекую перспективу это сложно говорить, учитывая, что у Путина там 74 года, кажется, или 73. Это уже как бы, это может его как бы стратегическая цель для его как бы наследников уже. Ну, на сегодня, ну, на 25-26 год нет никаких возможностей, чтобы украинская оборона, она провалилась, даже если будут какие-то положительные для России результаты на каких-то участках фронта. Ну, я не думаю, чтобы были какие-то предпосылки, чтобы мы могли учитывать, что в этом году или в следующем году будет загроза для обвала как бы украинской обороны на Донбассе, на юге. Так что это просто нереально. Пока Европейский Союз и другие, и Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, которые поддерживают, Австралия, которые поддерживают Украину, будут ей помогать, ну, я не думаю, что такой как бы негативный черный сценарий, он может как бы состояться. Но вот эти элементы инфильтрации своих людей, мы помним, и в Министерстве обороны были, да, в свое время, и даже в Службе безопасности Украины были с российскими паспортами. Может ли Москва каким-то образом расшатывать ситуацию изнутри вот с помощью своих людей? Ну, она делает это не только в Украине, она делала это в Штатах. Есть доказательства, что они делали это в Германии, так что вполне они могут. Но то, что они могут, это не значит, что не будет противодействия со стороны, ну, скажем, в Польше польских спецслужб, в Америке американских спецслужб. Это то, что они, а в Украине украинских спецслужб, ну, то, что они могут, что есть какое-то число людей, которые хотят или открыто поддерживают Россию, или не совсем открыто. Ну, это реальность нынешних
времен. Но видим сейчас не просто затишье, а прямо вот как остановку переговорного процесса. И Кислица, представитель МИДа Украины, заявил о том, что пока что приостановлены переговоры с Россией из-за недостатка прогресса, ну вообще из-за отсутствия прогресса. А вот по вашему мнению, что может быть стать той точкой для Путина, чтобы его требования для остановки, ну или стали более адекватными, потому что то, что сейчас они требуют, это условия капитуляции, а не перемирия. Или же вообще остановки. Вот, собственно, ваш взгляд. Что вот, где эта критическая точка, где Путин скажет, ну, хорошо, будем останавливаться? Ну, это надо как бы учитывать то, что это не идет, война не получается Путину бесплатно, что растут затраты на войну, что российская экономика расшатывается, что есть расчеты, я не знаю, не хочу говорить про Украину, потому что там все как бы сосредоточено на обороне страны. Но есть расчеты на Западе, что как бы российская экономика не выдержит, и Путин будет вынужден как бы искать какого-то перемирия, не мира, потому что эта команда, она не готова. У них было миллион возможностей, чтобы достичь мира и партнерства с Украиной, и во времена Януковича, и позже. Но у них план другой. Но если ситуация в экономическом плане не будет хорошей, если будет ухудшаться, а есть предпосылки, чтобы считать, что именно 26-й год может быть таким очень сложным для российской экономики. Россия очень заинтересована тем, чтобы снять санкции с российской экономики, не только американские, но и европейские. И я думаю, что после этой зимы, когда они посчитают затраты и свои успехи, достижения на фронте, они где-то к половине следующего года могут быть готовы к каким-то, ну, не скажу поступкам, но к какому-то перемирию, разговорам о перемирии. Но вот в то же время госсекретарь США Рубио накануне заявил, что весь арсенал, собственно, санкций уже исчерпан со стороны Соединенных Штатов, и они сейчас сосредоточатся только о тех, кто обходит санкции или же на теневом флоте. А вот хватит стойкости у Запада на это время, вот пока ждать? Как ощущение? Ну, это вопрос к европейским политикам, к странам. Тут я бы не хотел как бы коллективно сказать, что коллективный Запад, он что-то придумает. Такое понятие, оно придумано, вероятнее всего, как бы российской как бы геополитикой. Западные страны, у них тоже есть свои ограничения, в том числе и у Польши, и у Чехии, и у Германии. У них тоже будут свои выборы, которые могут повлиять на последовательность политики. Но во всяком случае, на 26-й год мы, Европа, этот коллективный Запад, мы обеспечили поддержку Украине. Будет ли это продолжаться на 27-й год, это вопрос открытый. Штаты тоже как бы усилили санкции. Я не верю никогда, что когда дело подойдет к полной блокаде, экономической блокаде, потому что она невозможна, как блокировать Китай, как блокировать тот же Казахстан, как блокировать те страны, Индию. Их можно немножко как бы влиять на ограничение их связей с Украиной, с Россией, но как бы полностью заблокировать, ну, такого желания никогда в Штатах и во времена Байдена, и во времена президента Трампа не было и не будет. Так что, ну, надежда одна, это что Украина устоит, что украинская армия будет продолжать свою успешную оборону, что экономический кризис и экономические санкции повлияют на поведение российского руководства. И, ну, я являюсь таким как бы умеренным оптимистом, что в следующем году, к половине следующего года, мы можем как бы ожидать
позитивных как бы. И крайний вопрос. Есть своеобразный спор между тут внутри Польши. Одни говорят, что Польша должна занимать более активную позицию в переговорном процессе об окончании войны в Украине. Другие говорят нет, поскольку, собственно, это такая, как бы, это должны делать более большие страны с более влиянием. Вот по вашему мнению, как Польша должна все-таки или быть в стороне от переговорного процесса? Эти разницы есть среди экспертов. Среди политиков я их не вижу, потому что и главная оппозиционная партия «Право и справедливость», она выступает очень осторожно. Значит, это нет никаких сомнений, что это антироссийская партия. Но как бы она не выступает за какую-то сверхактивность польской дипломатии или Польши, особенно в военном плане, на поддержку Украине. Тоже как бы и правящая коалиция, у них очень осторожный подход. Как бы мы хотели бы, нынешнее руководство Польши как бы хотело бы поддерживать как бы все усилия Великобритании, Германии, Франции, Италии, и участвовать в них, но как бы не настолько активно, чтобы... Ну, потому что нет тут уже поддержки в польском обществе, нет готовности к активным действиям с польской стороны. Так что это, вероятнее всего, эксперты думают, что, может быть, была бы польза с более активной польской политики, но среди партий, которые представлены в парламенте польском и в оппозиции, и в правящей коалиции, таких намерений нет. Спасибо огромное. Яцек Ключковский был в нашей студии, бывший посол в Казахстане, в Украине. Мы говорили, собственно, об Украине и Казахстане, как сейчас выглядят эти страны и какое влияние, какая польская позиция вокруг этих стран в нынешней ситуации. Подписывайтесь на канал наш в Ютьюбе, Польское радио на русском. Всего доброго. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.